Данное музыкальное произведение Димаш представил в своем инстаграме неделю тому назад. Он подписал «Soon new song» – «Скоро новая песня». Конечно, за инстаграмом Димаша следят миллионы людей со всех стран. Реакция на это была следующая. Один написал: «Этот кьюй переворачивает душу. Куда уж сильнее, куда уж больше. Оказывается, можно. Остается только догадываться, что дальше». Другой пишет: «Похоже на плач степи». Третий: «Мы ждем с большим нетерпением». То, что Димаш скоро собирается предоставить нам премьеру песни, облетело мгновенно все страны мира. После прослушивания данного музыкального произведения у нас возникло чувство того, что Димаш в своем творческом развитии поднялся еще на одну ступень. Или Димаш расширяет границы своего творчества. Мы подумали, как было бы интересно услышать его уникальный голос к новому знаменитому голливудскому фильму. Это музыкальное произведение по своему характеру, по своему звучанию больше схоже с саундтреком к голливудскому фильму. Конечно же, это очередная сенсация для нас, для почитателей таланта Димаша и просто для обычных людей. И, конечно же, возникает множество вопросов, таких как: если это будет эпичный саундтрек к фильму, то к какому именно? Кто является автором этого музыкального произведения? Возможно, мы являемся свидетелями появления новой звезды, кинокомпозитора, который, возможно, сделает новый прорыв в мире музыкальной киноиндустрии или продолжит классическую школу создания саундтреков голливудским фильмам. Давайте немного поразмышляем обо всем этом. И давайте все по порядку. Это популяризация творчества Димаша. Почему мы рассказываем о жизни и творчестве этого молодого певца? Потому что считаем, что музыка Димаша приносит в мир добро, счастье, мир, одухотворенность. Мы не просто показываем события в его жизни и творчестве, мы говорим о них с позиции проблем в обществе. Например, когда говорили о бабушке Димаша, мы говорили о событиях в его жизни через проблемы равенства полов в обществе. Или когда говорили о маме Димаша, то мы в первую очередь показывали роль и статус женщины в обществе. В общем, всех тех, кто неравнодушен к творчеству Димаша, и тем, кому интересно, как Димаш помогает развитию общества, через его музыку, через его добрый посыл к миру, к человечеству в целом, присоединяйтесь к нашему каналу «Мы в Сан-Франциско». С сегодняшнего дня у нас работает функционал Patreon. Этот функционал поможет нам материально развивать наш канал. У нас есть в планах рассказывать о творчестве Димаша через новые приемы и технологии. И мы сможем больше времени уделять развитию канала «Мы в Сан-Франциско», делать видео более качественным и выпускать больше новых эпизодов для вас, дорогие наши зрители. Поддержите нас на Patreon. Не забывайте подписываться. Если вы подпишетесь, вы всегда сможете один из первых получать информацию о Димаше от нас. Не забывайте нажать лайк. Это окрыляет нас, и мы стараемся делать нашу работу еще интереснее. Вроде бы мы все сказали. Начинаем. Поехали! Мы уже сказали о том, что полагаем, что Димаш выходит на новую ступень его творческого развития. Он меняет не только звучание, но и жанр. Это жанр, на наш взгляд, наиболее приближен к популярной на сегодня музыке саундтрекам. Саундтрек – это музыкальное сопровождение, звуковая дорожка фильма. Саундтреки имеют колоссальное значение сегодня. Можно сказать, что господствующая модель в мировом кинематографе. Саундтреки могут быть невероятно популярными. Иногда они пользуются большим спросом, чем сами продукты. В большинстве своем режиссеры просят композитора спасти ленту, констатируя, что успех на 50% достигается за счет музыки, то есть саундтрека. Димаш представил в Инстаграме, на наш взгляд, так музыкальную композицию, что она стала более зрелищной за счет новых звуков национального инструмента кабыс. Этим самым он усилил наше эмоциональное восприятие. Мы погрузились в атмосферу чего-то тревожно великого и масштабного. На наш взгляд, он больше приближен к кинокомпозиторам Ханс Зиммер с его произведением к фильму «Гладиатор» или Ньютон Ховард с блокбастером «Темный рыцарь». Пока неизвестно, кто будет композитором «Гладиатор 2», но уже известно, что Ридли Скотт и студия Paramount начали работу над новым фильмом, продолжением «Гладиатора». Мы верим, что с необыкновенным талантом Димаша он может стать лидирующим вокалистом саундтреков «Гладиатору 2». В новом содержании фильма «Гладиатор 2» появится новый герой. По словам режиссера, новый герой, вдохновившись подвигами Максимуса, будет идти по стопам лучшего полководца империи.
Как бы режиссер и композитор этого фильма могли бы дополнить эмоциональную глубину фильма великолепным, уникальным голосом Димаша? Например, в финальной сцене фильма придать больший эффект за счет саундтрека, соединив голос Димаша с симфоническим оркестром и народными инструментами. Ведь все великие композиторы обладают способностью передавать философию фильма зрителю, показать настроение, эмоциональный образ, аффект через свою великолепную музыку. Все музыкальные задумки известных композиторов в первую очередь воплощали через вокал приглашенных певцов, поскольку для исполнения саундтреков нужны сильные вокалисты. Их может быть один или несколько. Например, в неофициальных саундтреках для блокбастера «Темный рыцарь» Ньютон Ховард смело экспериментировал с сильным вокалом монгольских мотивов уянга болт и струнного смычкового инструмента. При создании «Гладиатора» Ханс Зиммер сотрудничал с Лиза Джерард, австралийской певицей. Лиза Джерард еще и инструменталист, который широко использовала янь-цинь, китайские цимбалы в фильме «Гладиатор». В песенном звучании Лиза Джерард слышны сконструированные звуковые пейзажи завораживающего величия и торжественной красоты, африканские полиритмы, гельский фолк, григорианские песнопения, ближневосточная музыка, мантры и арт-рок. Если бы Димаш, которому подвластны 6 октав, а на фестивале Гаку он достиг ноты D8, ре 5 октавы, Димаш, который обладает и прекрасно владеет своим уникальным голосом, является мультиинструменталистом, смог бы стать исполнителем музыки для следующих треков, таких как композиторов, как Ханс Зиммер или Ньютон Ховард. Тем более, что Димаш уже не раз был исполнителем саундтреков, таких как фильм «Могучие рейнджеры в Китае» и другие. Выпустил песню «Ocean Over Time» в качестве заглавной песни для игры Moonlight Blade, а на торжественной церемонии открытия вторых европейских игр представил композицию «Олимпик». Уверена, что Димаш с музыкальной композицией, представленной в Инстаграме, продемонстрировал нам очередной раз свою готовность к любому исполнению музыкальных произведений любого жанра, любой величины. Возможно, этим музыкальным видеорядом, или, как называют профессионалы, партитурой, Димаш показывает готовность к созданию какого-то великолепного музыкального произведения в мировом значении, в соединении с национальным колоритом. Это будет новая веха в музыкальном творчестве Димаша. Премьера состоится в скором времени. Будем ждать с большим нетерпением, потому что мы уверены, что он будет иметь оглушительный успех. Напишите, пожалуйста, вашу версию, какую сенсацию готовит для нас Димаш. Мы еще раз убедились в том, что Димаш, как уже опытный певец, достаточно серьезно готовится к любому исполнению своих музыкальных произведений. В ближайшем будущем Димаш будет осваивать новые музыкальные олимпы США. Американское продюсерское агентство IPZ готово предоставить музыкальные площадки для казахстанского певца Димаша Кудайбергена. Контракт между ними был подписан всего 1 месяц назад. Мы думаем, Димаш не будет ограничиваться лишь достижением музыкальных вершин Америки. Он будет стараться брать вершины покруче. Это будут пики голливудской киноиндустрии. Его популярность, как и известность многих сильнейших вокалистов, еще более расширится через исполнение саундтреков к всемирно известным блокбастерам и боевикам. Эти саундтреки – мировая классика, настолько известны всем нам, что достаточно услышать мелодию, как сразу вспоминаются сцены из фильмов. Например, история красивой и самоотверженной любви между Джеком и Розой на «Титанике». В это время мы предаемся приятной ностальгии по нашему любимому фильму. Добрый путь, Димаш! Этим ты возрождаешь казахскую культуру, адаптируешь национальные инструменты в современных композициях. Новые интерпретации, новые аранжировки с казахскими инструментами демонстрируют всему миру связь прошлого с настоящим, взаимодействие философии наших предков с современным пониманием мира. Этим самым сильнее становится вера в современников в прекрасное будущее, стремящихся жить свободно, с широко расправленными крыльями.